Привет, дорогие друзья! А сегодня мы с Анастасией в гостях у Натальи Гончаровой. Мы говорим очень тихо и спокойно, потому что Наталья живет на 44-м этаже. Но это не главное, отсюда очень такой умиротворяющий вид. У нас еще есть в гостях песик Эспи, который очень переживает, когда меня видит. Он думает, что что-то произошло страшное, но он уже все, он перестал переживать. Наталья, главный редактор, наш главный тестер компании, которая дегустирует все наши чаи. Возможно, я думаю, любой из вас так или иначе с нами знаком, читал описание к чаю на сайте. Поэтому вы, конечно же, знакомы уже с Натальей, по крайней мере, дистанционно. Кроме того, Наталья у нас ведет чайную школу, многие занятия чайной школы, ну и является главным редактором наших литературных произведений, в том числе первой моей книги «География китайского чая». И сейчас у нас идет большая работа над второй книгой, которая называется «Чайная культура». Мы решили сегодня поговорить. О чем сегодня решили поговорить? О чайных пространствах. Да, о чайных пространствах. Потому что Наталья недавно переехала, она организовала, по-моему, очень такой классный зен-уголок. Вот. И сейчас у нас, так как во второй книге будет много очень внимания уделено именно, скажем так, подаче чая, употреблению чая и каким-то моментам, то, как именно выглядит чайное пространство, как оно должно выглядеть, то мы решили, в общем-то, об этом поговорить тоже, потому что эту тему мы не затрагивали. Кроме того, я вам представлю, кстати, Анастасию. Анастасия – самый первый сотрудник компании «Мой чай», который уже 10 лет со мной, участвует в моих творческих проектах. И, кроме того, еще, кстати, Настя часто очень мне помогает с индивидуальными консультациями, когда кто-то мне пишет и тоже советует чай, советует нашу посуду. Я думаю, лучше Насти мало кто может это сделать, поэтому сегодня решили поговорить о культуре именно в таком составе, в таком коллективе. А что будем пить? Будем пить шопуэр. Который? Это шопуэр, которого сейчас уже нет, наверное. На обложке были тигуанинь. Нет, наверное, просто гуанинь, не дракон. Да ладно, уже нету? Его уже нет. Он уже был, только что пришел. Ну, его было 30 килограмм. Понятно. Вот хороший чай за месяц 30 килограмм уходит всегда. Я, как правило, не успеваю. А поскольку я очень люблю шопуэр, самый, наверное, популярный напиток вот среди аудитории «Мой чай», даже я не успеваю его купить. Понятно. Ты уже точно поняла, что самый хороший чай, если понравился, сразу... Нужно заказывать сразу, да, буквально в течение недели. Лучше сразу после дегустации. У нас будет сегодня Луюин, да? Он гневное божество, которое следит за чайным порядком. Он знает, что такое пить чай, Для него пить чай – это такое ощущение спокойствия и безмятежности, которое вот день начинается с того, что мы садимся и пьем чай. И он знает, что все будет хорошо, а здесь все пошло не так. Понятно. Я нарушил гармонию, да, братан? Ты немножко похож на писю, кстати, немного. Да, вот да. Я точно сын дракона. Кстати, как в Японии вообще собачки были? Собачки были. В Китае собачек, наверное, побольше, в Японии поменьше. Не знаю, есть ли в Китае налог на собачек, в Японии есть. До сих пор? Да. Или вообще был всегда? Наверное, он был всегда. У них там была такая тоже история смешная. Был в средние века один из императоров, ему сказал прорицатель, что беды, связанные с его неустройством личной жизни, у него не было потомков. И с тем вообще, что что-то идет не так в государстве, связано с тем, что в прошлом воплощении он плохо обращался с собаками. Вот. И тогда он повелел полностью исключить все возможные истории с тем, что собаки, даже если они разоряют поля, даже если они нападают на людей, то есть ни при каких обстоятельствах собаку нельзя обижать. Во дворце у него не было собак, в его окружении собак не было, но вот по всей стране наказаны были люди, которые так или иначе защищали там свои хозяйства от собачьих набегов. Ничего себе. Да. После того, как этот император умер, все... он не император, конечно, нет, он сёгун был. Все его законы были отменены. То есть недолго собаки радовались жизни, да, получается? Но, кстати, наследников он так и не приобрел, и, в общем, никакой благодати особо не стяжало его правление. Поэтому, скорее всего, дело было в чем-то другом. В этом весь Восток, на самом деле. А насчет чайного пространства, кстати, вот конкретно твое мнение,
Понятно, что очень много нюансов, из чего создает чайная атмосфера и вообще. Но вот тебе кажется, самое вот главное, что точно должно быть, если ты дома, или, может быть, не дома собираешься создать какое-то вот чайное пространство. На что нужно брать внимание в первую очередь? Самое главное, наверное, на то, чтобы это пространство было чисто, чтобы там регулярно вытиралась пыль. Чай вообще учит порядку, на самом деле. Какой-то организации такой внутренней. Нельзя, конечно, принимать слова буквально, что только нужно и думать о том, что с утра до вечера пыль вытирать. Но в этом... Это должно быть на автомате. Ты должен не думать об этом, это должно происходить просто само по себе, наверное. То есть лучше, если это будет ежедневно. Если не получается ежедневно, значит, там через день. Но если вы увидели пыль, ее нужно стереть. Если она бросилась вам в глаза, это значит, что нужно стереть пыль. Наверное, что его не стоит совмещать с пространством каким угодно другим. Где вы там? То есть, допустим, пить чай за тем столом, за которым вы обедаете, я бы не стала. То есть это должна быть какая-то зона такая. То есть в лучшем случае это чайный домик. Но все-таки вот то, что мы сейчас видим в Китае, все равно это немножко не то, что было раньше, и то, что считается, может, традиционным. То есть сейчас часто китайцы там всякие кладут снеки, какие-то там в чайном. Я думаю, что Китай переживал в смысле чайной культуры самые разные этапы того, как было принято, что было можно и что нельзя. Закуски, кстати, были всегда. То есть, скорее, исключением является отсутствие закусок, чем их наличие. Но были в Китае то, что называется чистые чайные. И это очень эпизодическое явление, которое на самом деле бытовало где-то 18-19 век. Это чайные, где только чай пили, слушали музыку, они еще иногда назывались музыкальными пространствами. То есть это пространство, украшенное произведениями современников того времени, живописью, какими-то, разумеется, изделиями искусными, пространство, в которое не было осквернено едой. Но это скорее выдумка, чем... в смысле, это надуманная история, потому что, ты знаешь, что жизнь в Китае, она очень стремление к простоте и не то чтобы практичности, да, но вот так вот выделить чай, достаточно мало есть народу, кто пойдет в такую чайную. То есть, разумеется, это столичное заведение, разумеется. Да, разумеется, расположенное где-то в каком-то районе, где живут люди, которым недалеко дойти до такого места. А вообще в Китае всегда были огромные чайные дома. В том смысле, что они не ограничивались одной чайной комнатой, а занимали 2-3 этажа. И в этих чайных домах, которые хоть и назывались чайными домами, всегда были закуски. Оттуда, кстати, чайная опера произошла. Корни ее там. Туда приглашали актеров, которые развлекали посетители приходили туда на целый день. То есть утром ты приходишь в этот чайный дом и до вечера или там до следующего утра проводишь время. Это такой там досуговый центр. Кстати, я тебя хотел спросить. Ты же помнишь, когда мы делали самое-самое первое пространство на Бабинской? И на тот момент, уже были там в Москве, скажем так, чайные клубы, но мне показалось, что все равно как-то удалось немножко создать что-то по-другому, немножко сделать, не так, как это было в других местах. И вот ты помнишь первую реакцию, первое ощущение, первые гости, что вообще было, как это было? На мой взгляд, нам удалось на тот момент создать такое пространство, которое оно давало людям максимальное расслабление. А когда человек себя чувствует расслабленно, когда он находится для себя привычной комфортности, да, то есть иногда я слышала от гостей еще такие отзывы, что я не буду называть в каких чайных клубах, просто заходишь и чувствуешь себя немного скованно, да, из излишней церемониальности, из излишней, да, какой-то я чайный мастер, да, то есть у нас не все к этому привычны, да, Восток, там, та же Япония, она вся церемониальная, у них это в крови и при рождении, они уже, да, церемониальные, да, часть традиции. Мы все-таки больше любим такую домашнюю уютность, и в нашем первом чайном клубе на Бауманской было именно это самое важное. Он был на тот момент минималистичен по дизайну, да, не отвлекал ничем лишним, и при этом он был похож на такую, скажем, родную комнату. На кухню. Была у всех возможность именно там выдохнуть, от суеты уйти. И очень много было отзывов именно в этом русле, что как домой заходишь, и прям сразу все становится спокойно внутри. Мне интересно всегда было то, что
мое личное видение, то, что вот место это какой-то сдает вот, вайб должен быть, да, то есть, и причем это ощущение вайба, оно довольно-таки не материальное, то есть это просто вот, да, все чистота, вот ты сказал, очень это вчера просто буквально тоже были на парковке, или позавчера, я заметил вот на телефоне, там на стоит как антуражный, что-то там не вытерли пыль, я так сразу бы вскоре такие обратили внимание, ага, все понятно, ну, то есть вроде бы мелочь, но вот эта Потому мелочь, что это она... внимание. Ну, это да. значит, что в этой зоне нет внимания. А пространство должно до каждого самого кровного уголка этим вниманием быть напитано. Получается. Ну, если это символическое пространство. И чай ведь он очень символичен. Все на чайной... То есть у японцев, например, то, как ты поставил чашку, это уже символизм. Это как шахматная партия. Ты вот поставил ее здесь, и для твоего гостя или для приглашенного человека, который в курсе того, что значит такое местоположение чашки, это уже вызов для следующего его хода. А знает, кстати, он местоположение чашки? Часто ли гости настолько образованы? Нет, разумеется, я имею в виду какую-то традицию, на которую следует ориентироваться. Вот. Во-первых, это только для Японии типично. В Китае, наоборот, все очень демократично, и это здорово. Именно поэтому, наверное, китайская такая демократичность ближе русской традиции. Вот почему это он больше смог он экспортировать? Чайная кухня, вот это вот наша. То есть, когда пили чай, вот ты сказала, да, что люди чувствуют себя так. Можно расслабиться только в такой обстановке, которая предполагает отсутствие догмата какого-то, отсутствие формата. Поэтому, когда приходят люди на кухню, и это не зона гостиной, с какой стороны ты положил вилку или ложку, это имеет значение. Наверное, вот у нас... Ты боишься не так положить эту ложку. И думаешь, скорее бы уже это наконец-то куда-то отсюда пойти, в такую зону, где можно наконец расстегнуть там пуговицу, выдохнуть и пошутить как-нибудь. С одной стороны, все-таки некими рамками, некими правилами, да, но в то же время и свободой самовыражения, ощущения, где человек одновременно будет чувствовать и то, что здесь есть какой-то там дух места, какие-то требуются все-таки соблюдение, даже не то, что правил там, да, но какого-то стиля, гармонии, пространства. Я думаю, это практика. То есть ежедневная практика, она нарабатывает, во-первых, свободу твоих движений в рамках формального ритуала. То есть, когда ты не думаешь о том, как, что, куда положить, а это у тебя уже на автопилоте получается, тогда у тебя есть доля внимания, которую ты направляешь уже на то, как что-нибудь сказать, как посмотреть, кто куда пошел, все ли комфортно себя чувствуют за чайным столом, и как-то беседу, может быть, направить. Эта практика и нарабатывается, поэтому и называется мастер, потому что это мастерство, а мастерство предполагает ежедневную практику, многолетнюю. Кстати, Настя, у тебя бытовое заваривание тоже такое же, как ты делаешь в клубе, или ты... Я всегда пью проливами. Да, вот никаких этих бутылок, типотов вообще. Нет. Вот все. Вот в этом мы солидарны. Я не знал, потому что мы, скажем так, больше на работе встречались, и поэтому мне вот это было важно. Я просто заметил, что люди, кто все-таки чай действительно любит, они не могут его пить на бегу. Вот хоть убей. Я лучше не буду пить чай, чем вот это кинул там куда-то в стакан, хотя это вроде бы, тоже чай. Вот, то есть для меня не существует тоже чай, для меня только существует чай с большой буквы. Вот у нас есть солидарность. А, кстати, интересно насчет гостей тоже. Как, точно ты считаешь, потом Дарья скажет, самое главное в мастере? Что для тебя лично, для тебя кажется, что должен мастер уметь, как он должен подать чай? Я поняла, опять же, от отзывов наших гостей, из отзывов, что очень важно, когда человек умеет располагать к себе. Естественно, он должен выглядеть аккуратно, чистые руки, там, никаких грязных ногтей. Да. То есть эстетика внешнего вида, она очень важна. Манера, как человек разговаривает, да, это вся плавность его движений. То есть церемония, да, или чаепитие с мастером, оно должно, опять же, давать человеку внутреннюю расслабленность, но и при этом внимательность в плане не хватающей в мегаполисе внимательности, да, все бегут, а именно чаепитие, оно дает возможность человеку немножко остановиться в ненужной суете, но при этом наблюдать за тем, как чай раскрывается, как аромат раскрывается, вкус, да, и чайный мастер, на мой взгляд, должен максимально открыть к этому гостю. Потому что бывали тоже такие комментарии, что я зашла и что-то прям так растерялась, и
мне было сложно что-то выбрать. Мне казалось, что передо мной стоящий чайный мастер считает меня ниже уровнем себя, и человек от этого немножко напрягся. Ну, да, слишком такой возвышенный. На первых стадиях условного чайного мастерства иногда вот, ну, в связи там, с разными характерами, иногда возникает вот это вот «я мастер», и вот, ну, немного превозвышая себя над другими. Вот этого, я считаю, не должно быть чайным мастером. Вот настоящее искусство, оно, наоборот, все это убирает. То есть мастер, он вот... Получается, да? Да, нет, такой... да, что... А что ты про УВО, Наталья, помнишь эту историю? Ну, это была в течение, наверное, ну, сейчас уже лет 20 от того момента, когда впервые эта церемония состоялась. Эта церемония была следующим, наверное, этапом после того, как тайваньцы придумали то, что мы знаем как гунфуча. Вот, гунфуча была слишком, наверное, во внешнюю сторону церемониальности ориентирована. Наверное, то есть то, как поливают посуду мастера, то, как, сколько внимания уделяет гость, который пришел тому, как поставлены движения рук, как поднимается пара чашек, сколько раз проливают посуду. Ну, то есть сначала то же самое кипятком, было, потом... как и в Японии, по сути. То есть получается некая как бы очередность действий, церемониальность каждого движения. Потому что я даже вот недавно смотрел эту книгу, помнишь, я говорил. Дело в том, что в Японии классическая церемония подразумевает одну чашку. Чашку, которую купают. Как... Я не про визуализацию, а про сам подход. Да, то есть он был настолько же церемониален. Этапы те же, совершенно верно. Но из-за того, что количество было намного больше, чем в Японии, ну, самих вот этих движений, предметов на чайном столе, да, на чайном столике предметов было больше, и, соответственно, сама церемония была более, ну, мозаичная какая-то, да. То есть японцы же вообще молчат. Ну да. Вот. И, по крайней мере, во время первой части чайной церемонии не принято говорить совсем. Вторая часть, когда заваривают уже то, что называется более, такой слабый чай, да, есть усутя и койтя. Два этапа этой японской чайной церемонии. Вот во второй части можно уже говорить, но темы разговора строго ограничены, они могут только обсуждения, хвалебного обсуждения посуды, которую использовали. Потому что история там каждой чашки – это как история целой цивилизации. Это действительно отношение к предмету очень трепетное, и от этого каждый предмет уже как бы своей душой наделяется. Японцы вообще в этом смысле преуспели, они очень многое поэтизируют, так что наделяют какой-то своей предметной душой. В этой части церемонии разговор мог сводиться только к тому, что эти предметы, отдавали им дань, да, но если разговор не клеился, можно было поговорить о погоде еще. Хорошо, свежие, знакомые. Вот. А что касается церемонии гунфуча, она тоже, в принципе, проходит, если не в полном молчании, то она немногословна. Но действий очень много, и действия, они очень такие внешние. Японцы, они более так вовнутрь, что ли, ориентированы в этом смысле. Там это шоу, вот это, по сути же, китайское. Да, это было придумано, гунфуча было придумано именно как шоу, чтобы большие массы населения вернуть в сферу вообще чая как культуры. Потому что вот эта история с культурной революцией, она как-то очень перетрясла всю их, вообще всю культуру. Перед этим война была, сложное, было время. И потом, когда уже совсем эпоха сменилась на более мирную, чтобы вернуть вот эти ценности, простые ценности радости общения за чайным столом, в общем, их обставили так красиво, собрав по крупицам буквально все, что было, все, что было известно про то, как в древности пили чай из разных эпох, из разных регионов, и создали вот эту, не на пустом, разумеется, месте, но, в принципе, театрализованное чайное действие, очень такое красивое, и очень многоступенчатая. Там тоже каждая чашка, и то, как ее поставить, и то, как чайничек повернуть. У этого тоже есть специальное название. Там очень, то есть буквально каждая мелочь, которая для непосвященного пропадает, для китайца, который в теме, наполнена очень большим смыслом. Но после этой красивой многоступенчатой чайной церемонии следующим шагом была церемония, которая называлась УВО или отсутствие меня. То есть как бы безличность. Тут тоже, как Настя говорила, чтобы мастер не слишком был в таком в образе, что ли, да, а отстранился от своего эго, да, и больше
внимание на чай. Да, больше внимания на чай. Впервые в начале 90-х состоялась на Тайване. В одном из немногих буддийских монастырей была выделена площадка, куда каждый чайный человек из любой области Тайваня мог приехать для того, чтобы угостить чаем своим любимым, сделанным им или просто где-то купленным, таких же чайных людей, увлеченных чаем, как и он сам. То есть люди друг друга, в принципе, могли не знать. Кто-то мог знать друг друга, кто-то нет. Каждый приезжавший при входе получал номерок произвольно с местом, где он мог сесть. Это такая маленькая площадка, примерно как здесь. То есть коврик небольшой. С собой у него должен был быть термос, чайник, 4 чашки. Именно 4? Именно 4, да. Чтобы не Тогда было 4, да. Ну, на первой вот этой самой встрече такие были правила. Церемония должна была происходить в полном молчании. Последовательность действий и координация должна была каждому угадываться очень тонко, буквально, интуитивно по тому, как... Они как-то синхронизируют друг с другом мастера? Я там, к сожалению, не присутствовала. Читала только о том, что первое самое действие, настолько высокая концентрация была у каждого присутствующего с общим полем, что происходило все естественным образом, очень ритмично, как-то очень гладко. И без каких-то, как когда кто-то в микрофон говорит, а теперь, такого не было. Поднимем ваши бокалы. То есть какие-то там, видимо, какие-то сигналы к тому, чтобы церемония вот эта общая началась, видимо, были даны, но после этого люди действовали именно ощущая то, что называется чувство локтя. То есть люди понимали, когда и, собственно, что уместно будет сделать. И каждый, кто заваривал чай, угощал близ сидящих с ним чаем своим, число чашек 4. Сам, причем он чай не пил в этот момент, он пил чай тех, кто, соответственно, рядом с ним сидел, и вот у каждого таким образом получалось представление о том, что за чай. Иногда это могли быть ведь сорта какие-то, которые даже были вообще неизвестны никому. И здесь тоже это внутренняя такая история, что каждый, независимо от того, какое мастерство у соседа твоего, то есть в данном случае это не важно, объединяло всех то, что они чайные люди. И вот. Там приходили же просто гости, я так понимаю, тоже в большом количестве. Или после того, как это действие произвело сильнейший общественный резонанс, оно стало повторяться довольно много. Затем оно перешло уже за границы Тайваня, и во многих государствах Восточной Азии происходило. Разумеется, и до Китая оно тоже дошло. Это была и Малайзия, это было и Сингапур, и так далее, и так далее. То есть у нас даже, кстати, в самом начале нулевых, где-то, может быть, 2001 или 2003 год, то есть вот в самом начале, в нашем чайном клубе, который... Нет, это уже был не Эрмитаж, то есть в Эрмитаже это просто мы узнали о том, что такая история есть, а официально собираться таким образом, по крайней мере, какая-то попытка была это действие проводить, она была в Исте на Казакова. Несколько раз проводили, да. Это хорошая традиция. Мы так, кстати, один раз делали, у нас было, когда китайский Новый год на льду, на чистых прудах. В принципе, да. Я причем сам тогда про это только слышал в 2 словах, но потом, чтобы это мне рассказала про эту историю, по сути, я не знал даже про всю концепцию, потому что я даже на Тайване что-то подобное, мне кажется, видел. Потому что когда просто собирались люди, и там мне сказали, там у нас будет чайная тусовка, я такой смотрю тоже, что очень разные люди, не какая-то там компания, возможно, что это даже не какое-то официальное мероприятие, а просто в Наньтоу часть любителей чая просто собрались, там человек, может быть, 50 было людей, кто тоже заваривал очень по-разному. Кто-то там какую-то палатку поставил, кто-то просто на земле сел, кто-то там из машины там все. Это, кажется, забавно очень было. Но получилось, что мы когда вот это сделали это на чистых, мы, в принципе, повторили эту историю. Это может быть уже просто пришло из телепатического поля. В общем, надо будет повторить. Действо на самом деле, конечно, оно тоже во времени развивалось, менялся его формат, и очень, то есть у него нет какого-то такого строгого, то есть по сути-то оно очень демократично. Но в то же время были этапы, когда выдавались дипломы тоже, то есть и через это тоже прошла. Мне кажется, вот самая крутая как раз идея, это вот в отрицании какого-то эго, принадлежности там к компании какой-то, или там какому-то фирме, или там, что ты какой-то там супермастер. То есть просто именно вот я, вот чай,
И как бы меня, по сути, нет, есть чай. Я просто завариваю чай. И ты даже можешь не знать, кто рядом заваривает или там. То есть самое будет, наверное, сильное, если даже какие-то известные мастера рядом с новичками. Ну, это рядом очень с, поучительная да, была бы все история. вместе, да. Но, к сожалению, невозможно отделаться от того чувства, которое переживает любой новичок, который с чем-то связанным так или иначе там, с духовностью погружается. Его в этот момент так бедняжку колбасит, что это надо прожить. Ну, значит, это должны быть уже прожившие что-то пройти, да. А мне, например, в Китае очень нравятся вот эти... Ну, то есть поначалу мне просто они, конечно, то, что называется, выносили мозг. Ну, вот девушки, которые заваривают с абсолютно просто без какого-то бэкграунда сзади, да? Да, они чудесны, как цветы. Они улыбаются, они машут своими ресницами, они своими пальчиками порхают по этим чайным поверхностям. И абсолютно вообще не важно, что за чай. И понятно совершенно, что ничего она не может сказать, кроме того, что это зеленый чай, он очень хорошо сказывается на цвете, значит, вашей кожи. Ну, они пытаются говорить это по-английски, заученную фразу. Это так и называемая шанхайская чайная церемония. Да. Ну, вот тоже это гунфучапа. Они по-своему тоже прекрасны. К слову о другом, как говорится, лирическое отступление. Многие помнят, что была в Питере история с этими ужасными чайными промоутерами, которые там на улице набрасывались и, значит, заводили в какой-то там подвал, значит, силком там пытались продать какой-то чай. Так вот, оказывается, я тут один друг сказал, так это же прям как в Шанхае, там же есть вот туристический вот этот вот район, где реально на тебя набрасываются с улицы какие-то товарищи, и потом тебя ведут на эту фейковую чайную церемонию, где какой-то старый там дурацкий чай заваривают и пытаются тебе его продать потом. Я тут вспомнил, что на самом деле это действительно реально так, потому что один раз я поддался вот этому, ну, потому что я был с друзьями, это как экскурсия была у нас такая, и вроде бы как бы такой, ну, район, там, типа, я забыл, как называется, на самом деле, но известный, там, у тебя такой чайный садик небольшой, потом там, значит, какие-то туристические магазины и такие вот чайные клубы на втором этаже, вроде как в традиционном стиле сделаны, то есть все красиво внешне, но внутреннее содержание абсолютно никакое. Ну, хромает иногда внутреннее содержание. А вот про внутреннее содержание. Ну, про внутреннее содержание можно говорить, наверное, бесконечно. У чая очень долгая история, и наполняли ее внутренним содержанием, ну, наверное, все, кто серьезно к этому делу относился. А вот ты лично что наполняешь? Сейчас я тебя спрошу, потом Настю спрошу. А потом сам. Ну, наверное, я просто, ну, то есть внутри себя мы же можем никаких там, ну, или если нет необходимости перед собой оправдаться как-то в данный момент, мы можем просто делать то, что необходимо в данный момент. А то, что необходимо, что дает чай, собственно, это то самое спокойствие. И, ну, чувство, когда ты вернулся к себе, да, вернулся к себе домой. Даже если ты дома завариваешь чай, тебе необходимо вот это вот, то, что называют зоной комфорта, это, наверное, первый шаг, да. А потом ты попадаешь в зону такого уже спокойствия, которое, ну, где, наверное, нет уже ни слов, ни философии, ничего такого. О, просто ничего нет. Ну, по крайней мере, туда, в ту сторону двигаешься внутри, пока что-то тебя не отвлекло, как всегда. Но это и есть, собственно, зона вот этого внутреннего спокойствия настоящего. Ну, это настолько спокойно, что у тебя отсутствуют мысли. Ну, по сути, медитация некоторая такая. Ну, наверное. Да? Наверное. Но это внутреннее ощущение, что этого просто безумно не хватает всегда. И вот с чаем может это ненадолго, может это дать. Ну, это как там делаешь тигун, да, или делаешь какую-то еще там, допустим, работаешь сосредоточенно, но когда ты сосредоточенно доработаешь и держишь внимание где-то, оно на автопилоте получается, что ты держишь это внимание там, где тебе нужно, а нужно чем-то это уравновесить обязательно. Настя, для тебя, кстати. Для меня, на самом деле, чайная церемония, я именно беру сейчас церемонию во внимание, да, никогда там несколько подряд пьешь разных сортов чая, туда-сюда. Вот. Церемония для тебя как один чай. Да. Именно если прям все исследовать, попить, прочувствовать состояние, настроение, это, конечно, один чай. То есть если следом попить с какого-нибудь другого там, да, поле действия, там, не знаю, попить улун тайваньский, а потом там через полчаса шупуэр, ну,
тут никакой церемонии уже не было. То есть у них разная данность, да, там разные значения, разное состояние. Поэтому именно я хотела сравнить чайную церемонию, в принципе, с такими тонкими искусствами, да, там, будь то каллиграфия, там, будь то мозаика, то есть вот все виды деятельности, которые вот концентрируют в нужном формате, собирают человека, да, то есть мы все равно в течение дня там, тут, вот как бы, да, немножко рассеемся, держать вот этот свой стержень внутренний весь день, ну, достаточно сложно, это тоже, этого надо достичь. Чайная церемония, она как раз вот учит вовремя собираться, вспоминать, да, вот о своей целостности, то есть это состояние, оно действительно сродни, когда вот ты сидишь там, выписываешь какие-нибудь вензеля, там, иероглифы, ну, все что угодно. Спокойствие, это вот внутренняя собранность, такая взвешенность и гармония, и при этом еще для меня чай был всегда объединением. Таким, да, вот мы в детстве там с семьей мы всегда пили вечером чай. Ну, естественно, там не так, не церемониями, но я всегда ждала вечера, когда мы все сядем пить чай. И то есть это для меня момент такого вот еще единства. Ну, то есть пространство коммуникации, по сути. Да. Коммуникация даже не словесная. Мне на самом деле очень нравится. Вот мы на Бауманской давно еще практиковали молчание первых 3 пиал. То есть мы начинали разговаривать только после того, как вот 3 Ну, кстати, пиалы вот смотри, получается, интуитивно подошли Да. к японской этой традиции, да, когда первую часть чаепития никто не говорит, а вторую... Мне, кстати, тоже вот интересно, я сам скажу, то, что я в последнее время, причем это буквально года, наверное, 1,5-2, как я начал уделять внимание вот именно моментам внимательного такого заваривания, да, чаще уделять внимание, чем раньше. Почему? Потому что, ну, первая причина была, помню, когда вот мы ездили с ребятами в Китай, и мне, помню, Коля или кто-то еще сказал, значит, Коля сказал, что это как так, мы ездим по Китаю, и до сих пор мы не попили чай внимательно, то есть мы постоянно на бегу там забежали, продегустировали там 10 сортов, там на этом заводе, туда-сюда, значит, и никак мы не можем посидеть спокойный чай. И меня что-то так это впечатлило, я после этого, значит, каждый раз я куда-нибудь еду, у меня с собой обязательно сумка моя вот эта вот мягкая. Чемодан. Там, да, ну не чемодан, такая сумочка, вот, как японская сумочка наших ребят, которые мы тоже продаем, вот эти вот. Там у меня всегда набор посуды, причем 2-3 набора посуды разные. Вот. И я всегда там насильно так себе уделяю время, так, мы поехали, так, стоп, все, у нас с собой термос есть, так, вода есть, все, так, чай взяли, все, так, пошли, те пошли. И вот мы куда-то пришли, там, в горах, неважно где, торопимся, не торопимся, все, у нас надо 40 минут, остановились, попили чай, пошли дальше. Вот это, на самом деле, такой момент собирания, во-первых, то, что мы посидели спокойно, мы обсудили какие-то там планы, если я там в компании, или просто посидели, там, может быть, видео какое-нибудь сняли, интересно, еще что-нибудь. Вот, и потом, значит, уже после этого можно продолжать движение. То есть, и причем самое интересное, что до этого почему-то я думал, что чай вот такой вот совсем даже внимательный, он почему-то очень много времени занимает. На самом деле это абсолютно не так, потому что вот это время, ну, оно, по сути, вообще иллюзорно. То есть ты можешь всегда, если ты это включаешь в свой какой-то дневной ритм, то тебе на все время не хватает, и при этом не хватает времени на чай тоже. Есть, конечно, эта пословица про то, что чай приступает тогда, когда везде опоздал. Но на самом деле, в общем-то, можно никуда не опоздать, а к чаю все равно поступить несколько раз на дню. Совершенно не обязательно. Да. Ну, и опять же, мне кажется, вот почему не обязательно сразу врываться в какое-то общение во время чаепития. Во-первых, как бы начать чувствовать, да, сам чай. И плюс все равно это дает возможность достичь какого-то относительно одинакового энергетического наполнения, да, то есть мы там, например, все собрались, один с одного места приехал, другой с другого, там все в каких-то до этого побывали в своих историях, и эмоциональный фон у всех разный. А вот там чай, вначале раз пиал, 2 пиала, и все как-то приходят к общему, ну, тогда единый возможному знаменателю, да. Чай удивительно резонансный, да, напиток. Ну, потому что если взять вино, наверное, вино тоже вызывает резонанс, но слишком шумный, сразу эмоции включаются. А чай очень тонко настраивает это общее поле, но, тем не менее, какой-то, да, общий, результирующий все приходит. Я думаю, что вот слово такое есть – тишина. Чай, он тишину запускает внутрь. Кстати, да, интересная аналогия. То есть это не означает буквально, что ты перестаешь говорить, но это означает буквально, что ты начинаешь говорить по-другому, как минимум. Даже я сейчас за собой это заметил. Вот мы вроде попили довольно некрепкий чай.
Я могу сказать, что когда я дома пью сейчас с гостями, мы вот как раз пьем там и 5, и 7, сколько там вчера Нет, мы ребята можем заезжали. повторить. Это чаепитие. Ну да, это чаепитие. А именно вот внимание, да, оно на одном. Есть такое меньше. Собака успокоилась. Да, собаку успокоилась. Называется пить чай. Да. Она почувствовала, кстати, атмосферу по-другому. Ну да, теперь это такая атмосфера, какая у нас обычно бывает, когда мы что такое пить чай, это вот так. Ну да. Там такие зашли, сейчас так, мы это здесь поставим, здесь мы сядем, туда-сюда. Разнервничался. Я переживал. Кстати, вот как насчет высоты? Вот понятно, ладно, страшно, не страшно, а вот вообще ощущение того, что ты паришь над городом, Ради над землей. ради этой мечты жить так высоко, собственно, и была эта площадка выбрана. Да? Ну, как место, где я буду жить. Но до этого у меня был опыт. Несколько лет я жила на 17-м этаже, потом несколько лет был 22-й этаж, между которыми разница на самом деле небольшая. Вот, когда я сюда впервые попала, разницы, опять же, между 22-м и 44-м немного. Когда ты просто зашел и смотришь в окно, но когда тебе нужно здесь вот перевезти сюда свои вещи и спать, а дом тогда еще только заселялся, практически никто не жил, то есть соседей на этаже вообще не было. Немножко было жутко, немножко это чувство возникает даже, спустя там 2-3 месяца, когда я уже, разумеется, привыкла. У меня было ощущение, что я на Луне. То есть настолько я человек чувствительный вообще к полю очень. И мне казалось, что здесь что-то настолько нетипичное, не приспособленное для жизни людей. Вот это какое-то безумное, совершенно какая-то пустыня такая. Хотя кажется, что город рядом, а вот нет. А я, кстати, помню, где-то писали в свое время, не помню в каком контексте, вообще откуда, но что-то такое из около духовной какой-то литературы, что вот если ты живешь далеко от земли, что ты как будто бы вот над землей, у тебя нет связью с своими корнями земли, и поэтому на высоких этажах жить как бы не очень хорошо. Китайцы со своим вот этим вот традиционным учением фэн-шуй вообще считают, что после 6-го этажа это уже вредно для психики. Да? Но, тем не менее, строят же они небоскребы, и очень даже преуспевающие мастера фэн-шуй, по-моему, владеют даже целыми этими небоскребами. Это им не мешает. Вот. Я думаю, что человек тоже очень пластичное существо, и прогресс привыкает он к тому, что можно и... Но живут же люди на горе. Представь себе, что это гора. А гора немножечко не такая история, потому что тело горы все-таки оно не пустотно. Да. А во-вторых, она уже сколько миллионов лет это пространство, отвоевав, сформировала. То есть пространство штука тонкая. А здесь вот еще 5 лет назад ничего не было, вот в точке, где мы с вами сейчас вдруг сидим. Гора. Да, и вдруг мы здесь вот как на ковре-самолете каком-то сделали пикник на обочине, да, чаепитие на подиуме. Нет, сложные были первоначальные ощущения, но это все компенсируется тем, когда ты утром открываешь. Свет. Да, здесь, к сожалению, у нас сегодня с погодой немножко не повезло. Вечером всегда бесконечно можно смотреть и просто даже не спать, а сидеть и смотреть на город, как он там мигает своими огнями, как все это есть. И утро совершенно потрясающее, когда все розовое такое. Ну, то есть здесь великолепные можно видеть картины того, как город хорош. Но многие в наше время сетуют на то, что город – это зло. А отсюда город видится просто такой совершенно... Париж, наверное, немножко. Может быть. Кстати, вот о городе и каком-то таком, эклектике, вот то, что сейчас очень много смешано, и вот это умение создать, возвращаясь к нашей первой теме, да, про чайное пространство, умение создать пространство, как ты считаешь, нужно абстрагироваться от внешнего, то есть, чтобы оно было совсем как нечто другое, или все-таки влить чайное пространство, чтобы оно было единым целым с чем-то вот остальным? Абстрагироваться вообще бессмысленно, потому что на это тратится уйма энергии. Собственно, вот тот самый фэн-шуй как раз вовсе не то, что о нем принято читать в бульварных каких-то проспектах, а это очень старинное искусство того, как наилучшим образом выбрать точку для
для того, где тебе поставить свой дом, так, чтобы максимально использовать преимущество внешнего пространства, для того, чтобы оно тебя не продувало, когда дует ветер, для того, чтобы у тебя в нужном месте была вода, чтобы удобно было там сделать очаг и так далее. То есть это такие прежде всего, это об совершенно... удобстве сначала, Разумеется, уже потом об вот эта удобстве, вся... о защите. Наверное, сначала о защите, потом о таком маленьком, да, комфорте. А уже потом начинается повесить вот этот вот колокольчик, чтобы, значит... Злых духов. Чтобы злых духов, да. Ну, и на самом деле сначала были не колокольчики, а тоже какие-то мифические силы, наверное, да, защитники, может быть, рода там, да, которые персонифицировались в виде каких-то животных. Вот. Так что нет, разумеется, нужно как-то встраиваться в среду таким образом, чтобы получить из этой среды. Для счастья всегда в каждый конкретный отдельный момент у каждого человека есть абсолютно все, если внимательно присмотреться и прислушаться. А, кстати, минимал, ну, кстати, мне тоже интересно будет, Настя, сначала скажи, вот минимализм или все-таки много интересных разных предметов? Или что-то другое в чае? Во время чаепития? Даже не во время, пространства. а вообще в пространстве, в чае, может, более глобально. Я, на самом деле, очень положительно отношусь и ко всяким коллекционным историям, но это очень важно уметь это все грамотно расположить. Ну да. То есть можно иметь кучу красивой посуды, но навалить ее там непонятно как, и в этом хаосе как бы, ну, будет не очень комфортно. Ее, во-первых, будет и не видно, да, и зачем. Я это проходил. Вот. Поэтому я считаю, что, во-первых, ее должно быть все-таки в меру, как ни крути, да, чтобы она не загружала человека. Но при этом я скорее за минимализм расстановки. Ну, то есть, чтобы это было вот настолько гармонично вписано в само пространство, может быть, все стены будут в шкафчиках. Да, но это будет все упорядочено, стоять красиво, и вот само пространство, пол там, оно будет свободным, да, и в этом тоже будет минимализм. Но посуды будет много. А ты, Наталья, как видишь? В общем, точно так же вижу. Много шкафчиков, много шкатулочек, в которых лежат очень ценные предметы, но это все где-то так, что даже когда ты приходишь в пространство, ты даже и не видишь этого. Ну и вот по настроению, например, которое у тебя обычно бывает в конце сезона большая жара, который мы сейчас проживаем здесь, в Москве. Ну, ты уже много лет в конце сезона большая жара достаешь какой-нибудь предмет, который особенно хорошо в тебя вписывается в это вот состояние, смотришь, насколько действительно большая жара за окном или что-нибудь там другое. То есть предметы где-то хранятся, где ты помнишь, что они у тебя там есть, но они не мозолят глаза. У меня такая вот история. Но, собственно, есть очень много примеров того, как ты приходишь, ну, например, в чайный клуб и видишь огромное количество всевозможных чайничков, всевозможных чашечек, там вот этого всего-всего-всего. Но это совсем другое пространство. Это пространство чайного клуба, куда приходят именно для того, чтобы провести там время, и там эти предметы, ну, очень здорово вписываются в эти полочки все замечательные. Но дома это другая немножечко история. Вот, дома, мне кажется, что они должны где-то прятаться, и как праздник каждый предмет, чтобы когда ты его достаешь, чтобы он маленький праздник тебе дал. Ну, опять же, такой еще очень важный момент, скажем, пространство чайного клуба все равно должно очень красиво находиться, потому что, например, я вот, ну, по себе могу сказать, как даже, например, ну, небольшое отступление, если я вижу магазины одежды той же, в которых куча всего вот так навалено, где-то что-то, я туда даже не зайду, потому что не презентован хорошо каждый предмет. Да, не презентован, плюс так всего много, и я думаю, сейчас во всем этом копаться, и все. А где предметов, может быть, чуть меньше там, да, но они вот, ты все видишь, ты заходишь, и они сразу все перед тобой. Вот это вот очень важно. Мы, кстати, буквально вчера говорили, вот друзья заезжали домой, я же там сейчас сделал чайный клуб номер 5 дома, я думаю, 5 чайных мест. Ну, у тебя началось же все с чайного клуба. Да, в общем, сейчас еще, да, беседочка на улице. Вот беседочка, она как раз на нас, как раз такой вот минимализм. Там получился, значит, столик для углей, значит, жаровня, большой шуйхуда, чайник, и там минимум вообще предметов, там 2 вазы и маленькая деревянная статуя в виде горы. Вот и все.
Вот. А вот у меня, например, в рабочем кабинете там у меня стол, который весь навален вот так вот с горой, там всего камни, ветки, предметы, фигурки, там какие-то там статуэтки деревянные, все это вместе. И причем как бы мне кто-то говорит, что это я там, может быть, кого-то копирую, там, что там Бронислав. Думаю, это китайский стиль. Но у меня просто так получается, что я просто все тащу домой, и это какое-то вот мое личная любовь к собирательству. И вот, видимо, просто мне нужно гораздо больше пространства. Как только мы сейчас там сделали ремонт, да, сделали новую чайную зону на 3-м этаже. Это значит, уже музей. Я значит, все это вытащил и как-то. И вроде бы как-то даже меньше не стало. То есть, я там взял, у меня были шкафчики, да, вот эти, где там стояло по 10 чайников, а теперь там стоит по 7. То есть тоже много. Но как бы уже хотя бы их можно взять, там, посмотреть. До этого они просто там так друг на друге. Ну, мы сейчас структурированы все. Ну да. Надо это уже можно прям, сидеть и делать. Не, ну у тебя действительно музей просто, потому что это уже, да, здесь совсем другие категории. То есть количество предметов у тебя, которые тебе в связи с родом деятельности. Ну да, это уже когда ты этим занимаешься профессионально. Ты уже как коллекционер. Может, не о количестве, а о качестве их представления, расположения. Но вот это вроде пока получилось в последнем месте. Буду стараться его не заставлять таким же. Ребята, а давайте еще чай попьем. Да, давайте еще чай попьем. А что попьем? А то же самое. Нет, мы можем попить другой, например, шоу. Не, пускай то же самое попьем, это будет хорошо. У нас просто вода кончилась. Да, у нас просто кончилась вода, но здесь мы можем... Нет, этот мы, да. Ты, кстати, когда чай высыпаешь, ты как это называешь? Видишь ли, поскольку я... Мелочно, интересно. Поскольку я, в принципе, чай пью одна, очень редко бывает у меня какой-то гость, редкий гость залетит ко мне сюда на 44-й этаж. Ну да. Вот, одна я всегда руками насыпаю чай в чахе. Ну, это же чахе, правильно? Японец ты купила? Нет, это то, что ты не захотел тогда покупать на Тайване. Сказал, что да ну, это дорогое, это не пойдет. А мне показалось, что надо таких купить все, какие были. Но... Это где? Это в чайной был магазин. Тайбэе, что ли? Нет, это был магазин чайный. Я не уверена даже, что он был в Тайбэе, но возможно, это была, может быть, Наньдо. Это какая-то была, большой какой-то город. Там еще была женщина, которая никак не хотела делать себе скидку, хотя ты там купил 22 у нее там чайника или знаешь, вот в этом магазине. Я понял. Да, там были вот такие штучки, еще там иголка такая, которая мне потерялась, не знаю. Я вспомнил. Нужно искать. Я говорю, как обратил внимание, как эволюционировал вкус за 5 лет, потому что тоже я, может, немного стал увлекаться, в том числе и Японией, причем это не в противоречие каким-то прошлым, скажем так, любвям, скажу так. Потому что и все синские чайники мои, какие-то старые и прочие, все предметы, они, в принципе, тоже мне по-прежнему очень нравятся, но вот 5 лет назад я бы на вот такой вот чахе вообще бы не посмотрел. Ну, это японская штука. Да, разумеется, стилизована она под Японию, но... И сейчас я смотрю, я обратил внимание, что я просто вот всю дорогу, потому что мы сидели, я смотрю вот на чахе, да. Потому что эти вещи для тебя привычны, они твои, а это что-то прошло мимо твоего внимания, и вдруг... Вот теперь повод быть более внимательным. Кстати, интересная тема, вот ты говорила насчет внимания, да, когда куча всего, и ты теряешься в этом всем, вот Настя говорила. У меня также бывает в Китае, но вообще это такой еще вопрос немного о чае, вообще о чайном клубе как таковом. То есть, когда есть у тебя всегда выбор, либо ты можешь там сделать красивую такую вот выкладку, да, там именно в магазине, да, то есть поставишь там 3 чайника, они, конечно, будут очень классные, красивые, но, с другой стороны, получается, ты очень мало поставил. Не, я на самом деле скорее нет, потому что очень много посуды, и ее тоже можно красиво расставить. Это да. тоже искусство. Это можно вот одну пиалу в другую, в третью, вот я вот это всегда за это, когда заходишь, а там 5 пиал стоит в одной, и, во-первых, чтобы их достать, посмотреть, возникает опасность что-нибудь разбить. Тоже дает определенную скромность. Поэтому тут вот умение вот это многообразие как бы расставить презентационно. Самая сложная буква, такая, тебе нужно очень много всего расставить, и чтобы все это, и это было видно одновременно. То есть это тоже... Нет, так-то я наоборот, чем больше предметов, чем больше выбора, тем интереснее. Ну да. Но это разные вещи. Это одно дело магазин, дом. Ну и собственный вкус тоже очень
каком-то этапе, может быть, хочется поставить все, что у тебя есть, чтобы оно на пространство тоже как-то заряжало своими этими формами чайными. Я еще заметил вот эти на тему внимания, когда ты сидишь где-то, да, и вот ты один предмет какой-то добавил вот во весь интерьер. И ты понимаешь, что ты вот в какой-то момент ты не видишь ничего, кроме этого предмета, потому что все остальное тебе уже привычно. Но вот этот один предмет ты поставил, и вот ты только на него постоянно начинаешь смотреть, хотя у тебя там, может быть, там картины, дом, там стены, там какие-то вещи лежат, что-то еще. Но вот именно только на этот предмет ты обращаешь внимание, потому что его не было. Он там появился только что. Ну, это еще очень многое зависит от целый комплекс факторов, да, также от вообще характера человека, эмоционального фона человека. Я, в принципе, не люблю много накапливать. У меня иногда возникает такое ощущение, что у меня вот чего-то много. Мне это начинает немножко мешать. Оно же все требует внимания. Оно же все просит. У меня наоборот можно чего-то мало. Это все-таки, да, все люди разные. Я просто всегда, мне было сложно остановиться, что как же так вот расстаться вот с этим. И, знаете, я понял, как с этим бороться, то есть какие-то вещи даже вот уникальные, которые не хочешь отдавать. Гарри там приходит и говорит, так, давай в чайный уже отправляй. Приходится покупать по 2. Что если есть 2, то есть если есть 2 чайника, например, у меня было там 2 середины чайника, оба были причем наработаны, я только потом понял, что у меня их 2, я не понял, в какой момент у меня появился второй, и тогда от одного можно уже один отпустить. То есть расстаться нельзя. Невозможно, находишь уникальность в этом предмете. Даже какой-то самой, казалось бы, дешевой чашки, я говорю, ну это же вот сейчас такое же нет. Ну это призвание коллекционеров. Ну да, это опасное, на самом деле, очень увлечение, берегите всего, оно, если завлекает, то с этим ничего невозможно сделать. Ну, это повод для того, чтобы отправиться в неизведанное и притащить оттуда еще целую кучу для своей коллекции чего-то. Кстати, чем Китай крут, то, что вот этого неизведанное там будет всегда. Вот, причем сначала это неизведанное, не устаю это постоянно говорить, то есть сначала это неизведанное, это какое-то место, где ты не был, но к моменту, когда ты побываешь во всех местах, где ты не был, место, где ты уже был, тоже стало местом, где ты не был, потому что оно изменилось очень сильно. А главное, там есть всегда какие-то потайные ходы, какие-то вот эти вот двери, которые незаметные, которые, открывшись в том месте, в котором ты уже был, допустим, да, они вдруг тебя в какую-то такую нору Алисы в стране чудес. Кстати, вот у меня вопрос появился, Сергей, ты же путешествуешь много, и куда бы ты ни приехал, ты все равно находишь чайное пространство. Ну да, какое-то. Вот какое-то у тебя есть такое, которое настолько тебе сильно запомнилось, что вот... Я очень люблю, вот на природе на самом деле, больше всего люблю чаепить на природе. Из таких прям очень ярких, наверное, когда это было на горе Хуаншань, мы ездили с ребятами в прошлом году осенью на Тайвань. Там есть такая дорога, которая самая высокая точка Тайваня, куда можно забраться на машине. 3300, по-моему, 300 с чем-то метров. Здесь такая тропинка, которая немножко в стороне от туристического маршрута. Поднимаешься и такая вот, как это, там такой карликовый бамбук. Потому что там уже высоко, это достаточно холодно всегда. И вот в этом вот карликовом бамбуке, значит, такой несколько камушков. И вот на них сидишь и наблюдаешь на этот вот бесконечно текущий туман, а внизу под туманом дорога серпантином уходит вниз. И вот этот вид, во-первых, просто безумный, то есть тоже так вот наблюдение с высока, на самом деле, почему я спросил про высоту, вот тоже здесь, потому что там здесь урбанистическая высота, но вот природная высота, ну мне как-то всегда было ближе природа, не знаю, я может быть отчасти отношусь к тем, кто вот эти вот города, такой люблю поворчать, хотя на самом деле Москву я люблю, наверное, это единственный город, который меня не вызывает какого-то резкого отторжения, особенно сейчас, когда я в городе создал себе некую такое пространство внутренней миграции. Вот, когда у тебя город это сеть чай. Ну да. То есть у меня город это вот пошел в этот чайный клуб, другой чайный клуб, вроде как бы уже и город не такой город. И вот эта природа, она, конечно, потрясающе раскрывается в чайной природе. Как раз там как-то почему-то вот насчет тишины, тоже насчет молчания, вот там не хочется говорить. Вот там идет ветер, я очень люблю ветер, и такой влажный ветер в тумане, когда вот он, как бы туман, когда слишком сильный ветер, тумана нет. Когда слишком слабый, тоже нет. А когда вот он стелится, как бы немножко дует, немножко влага, такая пасмурная достаточно погода, не слишком жарко, потому что когда жара, чай пить не очень хочется, особенно на юге, там в южных странах, даже в горах не хочется. Поэтому обычно чаепитие либо вот такую погоду пасмурную, либо вечером. Вот это вот момент, да, мне очень запомнился, и мы там два-три раза
когда я был на Тайване, именно вот там мы выходили, пили чай. Очень люблю тоже вот, где-то, может быть, в дороге, когда ты просто вот остановился в любом каком-то вот месте, где, скажем так, есть такой бесконечный какой-то простор посмотреть, куда можно. То есть, например, конкретно на Тайване, там как бы перспективы особо нет, там туманные очень регионы, там как бы ты далеко не видишь, там просто все закрыто всегда. А вот когда ты видишь такой, знаешь, вот просто вот глаза ни во что не упираются. И вот этот чай, он здесь вот тоже, видишь, у тебя оп, глаза ни во что не упираются. То есть ты вот сколько горизонт, вот ты видишь вот туда, вот куда-то туда, вот ты видишь, где заканчивается это все, да, то есть видишь, где заканчивается город там или что-то еще. Люблю воду, то есть вот когда есть либо это океан, либо это что-то, то есть это океан. А если родник какой-то рядом? Журчит, да. Да. То есть вот есть два типа, есть такие вот как бы укромные уголочки, то есть вот это даже вопрос о какой чайный клуб лучше. То есть когда у нас говорят, там, у нас вот все клубы все разные. То есть, например, вот здесь чуть похоже на Бакунинскую чем-то, потому что тоже окно, да, вот этот свет из окна, да, там, и как бы, да, хоть там и низко, но все равно там как бы есть свет. А например, чистые пруды, кто-то говорит, ну вот там подвал, еще что-то. А мне, например, тоже очень нравится, потому что ты как бы как в нору такой ныряешь, и там полностью отключаешься от внешнего мира, то есть как раз вот там то пространство, которое даже не то, что противопоставляешь это городу, но ты абсолютно от него абстрагируешься. Там нету ничего. Под землей такая, там тишина, ты как бы создается. Все, там ничего нет. Там очень сильно вот ты погружаешься и в чай, и в беседу, и с человеком, и с кем-то сидишь. То есть это очень хорошее место для такого вот, скажем, отделения всего. И то же самое и на природе, то есть ты можешь спрятаться в какую-то такую ущелью, ложбинку, где вот там, если, например, жара, а ты где-нибудь там под деревьями, такой рудничок, какая-нибудь беседочка вот этого. Но в Китае такого много очень. И особенно если гуляешь где-нибудь там, каким-нибудь парком, то есть вот спрятаться. Либо второй момент, наоборот, на открытом пространстве, какой-нибудь камень, вот ты сидишь на этом камне, но надо, чтобы просто не было жарко в этот момент. Когда сидишь в камне, ты со всех сторон там видишь во все стороны какие-нибудь бескрайние просторы берега, чего-нибудь, там, да, и шум волн, да, на закате тоже очень здорово. Вот, это, конечно, незабываемая история. И причем, кстати, вот, ну да, наверное, из таких моментов, вот сейчас мы были в Австралии, вот там, конечно, было очень много таких моментов, когда так у нас был мотодом. Пространство. Да, ты просто приезжаешь на мотодоме прям к берегу. И причем какие-то места заезжал, куда, так понимаю, не очень много людей ездило, то есть какие-то стоянки такие. Обычно это платные стоянки для мотодомов, а тут была бесплатная. И мы приехали как-то раз на берег океана, где-то в стороне от деревень, в стороне вообще никого нет. Там даже люди, народ боится останавливаться, не знаю, там какая-то песчаная дорога, и я прям задняя стенка машины, это просто такое большое окно. И по сути, представляешь, что это окно прям к океану. То есть ты не видишь ничего, кроме океана, когда смотришь в окно. Вот, и прям под тобой, там внизу, там не очень высоко, но там разбиваются волны о камень. И вот там было потрясающе, конечно, пить чай тоже, то есть сидишь, как будто сидишь в домике, вот в этом вот, за столиком, да, то есть вот твой домик ты постоянно перемещаешь, да, потому что ты дом двигается, тоже очень интересно было опыт. Ну, это потрясающе. И вот как раз чай, это возвращаемся опять к тому, что чай концентрирует и чай собирает, да, и ты как бы ты получаешься, ты можешь больше насладиться местом, когда там пьешь чай. Ну, интенсивность восприятия увеличивается. Да, ты как бы, когда ты вот этот даже туризм, будь то походы, будь то, ну, поход вообще очень хорошая штука, потому что ты идешь пешком, ты проходишь место, ты успеваешь его посмотреть. А когда вот этот современный способ познания, вот такого поверхностного, то есть быстро там пробежать там группы туристов, или даже ты один там, сфоткался там селфи здесь на фоне той горы, на фоне этого там музея там или памятника, и все, и ты пробежал, и ты как бы ничего не успел понять. Я поэтому люблю две вещи. Люблю пешком проходить большие расстояния, то есть мне это в целом близко, хотя я даже бывает устаю там и так далее. Либо проезжать очень большие расстояния. То есть как бы пешком, если это маленькое расстояние, там 5 километров, лучше пойти пешком. А если расстояние 8 тысяч километров, а если 8 тысяч километров, то не на самолете, а тоже на машине проехать. То есть ты как бы, ты вроде бы, казалось бы, очень быстро движешься, но за счет того общий твой путь там на 40 дней растянут, ты очень много за это успеваешь посмотреть. Но из-за этого ты всегда торопишься, не успеваешь остановиться. И вот поэтому как раз чай, то есть ты так, все, а сейчас надо чай выпить. Ничего бы там вокруг не происходило, я тоже стараюсь там разложить всю эту красоту, там полотенчика, там что-нибудь еще, там посудку достать, и на самом деле везде все снова успеваешь, просто ты очень сильно по-другому начинаешь видеть то, что ты делаешь самого себя в этом пространстве и само пространство. Ну, потому что эта посудка, она тебя возвращает в те моменты, когда ты именно это и делаешь. То есть тебе намного легче с помощью этих предметов вернуться в то состояние, в котором ты
воспринимаешь все очень тонко и спокойно. Вот эти вот о пиалах тоже, я понимаю очень хорошо эту историю с разглядыванием. Потому что мы уже говорим только о пиале. Потому что особенно, когда тонкая роспись, как здесь, да, то есть ты чай концентрирует внимание, вроде бы мы такой легкий чай пьем, но мне сейчас очень приятное состояние. Мне вот хочется, я даже не то, что там мне там по регламенту положено, но мне вот хочется, да, сказать, что пиала очень классная. Бабочки вот эти замечательные среди. Ну вот, а потом ко мне придет кто-нибудь в гости, какой-нибудь чайный друг, а я буду говорить, что вот, а из этой пиалы ко мне приходил Сергей Шевелев, а мы пили чай. А как ты их говорили, их 4? Ну, допустим, она была бы у меня. Я галочку на ней поставлю. На самом деле, тоже есть галочка, видишь, эта точка. Это будет твоя. Плюс все бабочки, они уникальные, если внимательно посмотреть. Я запомню. Я имею в виду ту самую японскую чайную церемонию, когда каждый предмет живет больше, чем 100, 200-500 лет он живет, и из него пили какие-то выдающиеся чайные люди, или не очень чайные, может быть, чем-то. К нему уже совершенно другое отношение. Есть такое, да? Да. Но это именно в чайных домах, большей частью. Такого мало, но оно есть. Еще есть такая история, как по аналогии с европейскими барами, вернее, наверное, в европейских барах по аналогии с японскими чайными, когда есть своя пиала у каждого гостя. Нет, наверное, у японцев такой аналогии не видела никогда. У китайцев это. Потому чтобы была твоя пиала в чайной? Да. Я это Мне видел. Не попадалось. Да? Я просто один раз это видел на Тайване, причем очень маленькой чайной в Тайчжуне, по-моему. И один раз это видел, по-моему, если не ошибаюсь, в Ханчжоу какой-то. Но это, видимо, какая-то тоже такая уже симбиоз каких-то разных традиций, потому что мне на самом деле это понравилось, потому что это, получается, ты, если постоянно являешься членом клуба, у тебя свой шкафчик. Да. Там, твой шар в боулинге, твоя чашка, твой боул в чайной. Да. И там стоит пиала, и там написано имя каждого. Он приходит с своим ключиком, открывает, достает пиалочку. Это, по-моему, забавная традиция. Я думаю, недавно это появилось, просто, да. Потому что... такого не было. Не было. Сейчас просто уровень жизни растет, и каждый может завести себе чайную, а в этой чайной завести себе свою пиалу. Очень иногда, наоборот, ходит со своей пиалочкой все время. Кстати, да. Я такое тоже замечал, особенно на дегустациях. Это да. В мешочке, в специальном мешочке, второй мешочек шелковый, и в нем эта пиала, ее можно искупать. Это такие, да, это то, что в Китае называется и коллекционирование, и такой способ общения с предметами называется ван. По идее, это как играться. То есть это такой способ взаимодействия, потому что иероглиф состоит из императора и сада. То есть император в саду что делает? Ну что, друзья, я думаю, что мы очень хорошо посидели, попили чай. Спасибо огромное. Спасибо тебе, Наталья, за гостеприимство. Мы еще придем и еще пригласим. Я надеюсь. Да. Мы будем больше... Я вам обещал, что мы будем больше встречаться, рассказывать о том, как у нас происходят какие-то процессы внутри мой чай. На самом деле сейчас была маленькая иллюстрация того, как проходят наши творческие какие-то встречи, потому что лето с Натальей, с Настей мы часто обсуждаем какие-то идеи, что можно нового придумать именно в культурном плане. И с Натальей больше по поводу книги, конечно, основная у нас большая работа. Будем стремиться к прекрасному вместе с вами. Всем приятных чаепитий. До новых встреч. Пока.